Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банительда. Предлагаю вам сегодня связать вот такие вот сандалики. Вяжутся они очень легко, всего из 7 рядов. Сзади они выглядят вот так. Размер по подошве у меня почти 9 сантиметров. Вязала я ее на зайку ростом 35 сантиметров. Здесь они с узором. Очень красивые и очень легко вяжутся. Если вам нравятся такие сандалики, приглашаю вас присоединиться. Свяжем их вместе. Чтобы связать нам такие сандалики, нам, конечно же, понадобится пряжа. У меня это карамелька, серия Baby. Это 100% акрил в 50 граммах, 175 метров. Также заранее свяжите, пожалуйста, подошву. Ссылка на видео вязания подошвы я оставлю в описании под видео, и она появится где-то здесь сбоку. Использовать я буду крючок номер 2,5. Также нам понадобится маркер, либо, как я, кусочки пряжи. Понадобятся пуговички, иголка, ну и, конечно же, ножницы. Итак, приступим. Итак, после того, как связали подошву, поворачиваем ее к себе лицом. Там, где мы закончили ряд, сзади вводим крючок и огибая столбик без накида, выводим сюда крючок. Берем нашу нить, захватываем и выводим. Делаем воздушную петлю. Теперь, откуда выводили столбик, нить, туда же вводим наш крючок, огибаем следующий столбик и вяжем столбик без накида. Опять, откуда выводили нить, вводим туда крючок, огибаем наш столбик и вяжем столбик без накида. Итак, будем вязать по всей подошве до конца ряда. Откуда выводили нить, вводим туда крючок, огибаем столбик и вяжем столбик без накида. Довяжите так до конца ряда. Довязываем первый ряд. У меня осталось 2 петли. И присоединяться будем не к столбику, не к воздушной петле первой, а именно к столбику без накида, который вот так. То есть присоединяемся в столбик без накида в первый. Второй ряд вяжем воздушную петлю подъема и с этой же петли вяжем столбиками без накида до конца ряда. Я когда довяжу за 2 петли до окончания ряда, я к вам вернусь. Мы здесь будем делать убавку на пяточки. Не довязала я 2 петли до конца ряда и делаю здесь убавку. Подхватываю одну полупетлю и вторую и делаю убавку. Провязываю столбик с без накида, извиняюсь. Присоединяюсь в первый столбик этого ряда. Делаем воздушную петлю. Сейчас на этом этапе нам нужно отметить 14 центральных петель. Приготовьте маркер, либо я как ниточку. Складываем пополам, находим центральную петлю. Так, у меня она, вот она. Вставляю в нее
нить. И теперь от нее отсчитываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вставляю сюда же. И теперь сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Таким образом мы выделили 14 центральных петель. Сейчас давайте с вами провяжем этот ряд до нашего маркера столбиками без накида, начиная с той петли, куда присоединялись. То есть тут в принципе отсчитывать не нужно количество каких-то петель. Главное отметить центральные петли. Довяжите так до маркера. Довязала я до маркера, его в принципе можно уже убрать. Теперь, пропустив 2 петли основания вот этих, в третью петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Опять пропускаем 2 петли основания и в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Маркер тоже можно убрать. И опять пропускаем 2 петли основания и в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. И опять пропускаем 2 петли основания и в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Все, этот маркер тоже можем убрать. Пропустив 2 петли, продолжаем вязать столбиками с одним накидом до конца ряда. В этом ряду убавок делать не будем. Довяжите до конца. Так, довязала я ряд, присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда и вяжем 4-й ряд. Столбик без накида в эту же петлю. Дальше делаем убавку. Подхватываем 2 полупетли и провязываем столбик без накида. Дальше вяжем столбиками с одним накидом до вот этих 2 столбиков. Вот они. Там мы будем делать с вами убавку. Итак, осталось у меня 2 столбика без накида до нашего узора. В них мы будем вязать убавку. Одну полупетлю захватываем и вторую. Вяжем столбик без накида. Дальше будем вязать столбиками с одним накидом каждую вторую, вот посередине, который столбик нашего цветочка. Столбиками с одним накидом. Первый, сюда же второй, сюда же третий. Теперь в следующую середину следующего цветочка, так скажем, сюда 3 столбика с одним накидом, второй и третий. В следующий также в серединку первый, второй и третий. И также сюда. 1, 2
3. Теперь нам нужно сделать убавку так же, как мы сделали с этой стороны. Вот наших вот этих 2 столбика без накида. Из них мы вяжем убавку. Подхватываем нить и вяжем столбик без накида. Дальше вяжем до конца ряда столбиками без накида. Довязала ряд, присоединилась к первому столбику без накида этого ряда, сделала воздушную петлю, и 5-й ряд будем вязать точно так же 4-й, только с разницей в том, что убавку мы будем делать еще на пяточке, то есть в конце уже ряда. Итак, вяжем с вами столбиками без накида до последних 2 столбиков без накида, для того, чтобы сделать убавку. Итак, дошла я до места убавления. Вот они, мои 2 столбика. Вяжем здесь убавку. Ну а дальше, как и в предыдущем ряду, во 2-й столбик каждого цветочка вяжем по 3 столбика с одним накидом. 1-й, 2-й и 3-й. Первый, 2-й, 3-й. И последний цветочек тоже 3 столбика с одним накидом. Дальше делаем убавку так же, как и с той стороны. То есть вот наших 1-й и 2-й столбик без накида, в них вяжем убавку. И вяжем столбиками без накида, не довязывая 2 петли на пяточке. Довязала я до места убавления на пятке. Делаю убавку, как она скрипит, и присоединяюсь в 1-й столбик без накида этого ряда. Делаю воздушную петлю. 6-й ряд вяжется точно так же, как и предыдущих 2 ряда. Единственное, в 6-м ряду на пятке убавки делать не будем. Давайте с вами довяжем до крайних 2 столбиков без накида, сделаем убавку, свяжем узор. Так, дошли до места убавки, делаем убавку и начинаем вязать наш узор точно так же, как в предыдущих рядах. Так, 1-й, 2-й, 3-й, в следующий. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Последний. 1, 2, 3. И делаем убавку на 2 столбиках без накида. 1-й и 2-й. И до конца ряда довязываем столбиками без накида. Итак, вяжем наш последний 7-й ряд.
столбик с одним накидом. Далее делаем убавку и вяжем столбиками без накидов до последних 2 столбиков без накида. Довязали, делаем убавку и вяжем наш узор. Довязали узор, делаем убавку, подхватываем 2 полупетли и довязываем до конца ряда столбиками без накидов. Довязала я ряд, нить обрезаю, делаю петлю, ввожу крючок в столбик без накида этого ряда, первый, вывожу нить на лицо и теперь с изнанки, откуда нить выходит, с середины петли, подхватываю полупетлю и вывожу нить назад. Теперь возьму крючок поменьше, где-нибудь закреплюсь и потом с помощью иголочки вот здесь протяну эту нить, спрячу ее. С этой поступлю точно так же. Так, ну наш сандалик почти готов. Нам осталось сделать под пуговички, как они называются, перемычки эти. Итак, прежде чем вязать нам хрястики под пуговички, давайте сначала найдем центр нашей пяточки и отметим. Сложим пополам. И отметим эту петлю маркером. Все, сандалик пока убираем, берем нить другого цвета. Нам нужно набрать цепочку из 54 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И чтобы наша цепочка не перекрутилась и нам не пришлось ее потом выравнивать, вставляем крючок в первую петлю, эту петлю надеваем на крючок обратно и продолжаем вязать цепочку. 11, 12, 13, 14, 15, ну и так далее. И за счет этого наша цепочка не перекрутится. После того, как набрали 54 воздушных петли, мы соединяем это вязание в круг. Берем наш сандалик, вводим крючок в отмеченную петлю, маркер можно убрать, и вывязываем столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Теперь набираем опять 54 воздушных петли. Итак, после того, как набрали 54 петли, выравниваем цепочку. И вот в этот же столбик, не прямо в него, а в эту же петлю основания, куда мы вязали столбик без накида, вяжем
соединительную петлю, то есть присоединяем нашу цепочку. Вот так. То есть вот это сюда смотрит, а вот это сюда. Теперь, чтобы нам не обрезать нить, не прятать лишние хвостики, с этой же петли и начнем делать обвязку. Вводим сюда в петлю, в следующую, и соединительными столбиками обвязываем наш сандалик. В каждую петельку. Здесь по цветочку тоже в каждую петельку. Ну, я сейчас сюда вернусь, покажу вам. Дошла я до нашего узора. Сюда первую петлю, вторую петлю узора. То есть также под все петли. Все, так до конца ряда. Так, я довязала. Последняя у меня петля, откуда начинала. Отрезаю нить. Вытащу ее на эту сторону, на изнанку. И теперь вот с этой ниточкой я свяжу вместе их в узелок и закреплю так получше. И потом вот здесь вот немножко спрячу их. Ну все, наш сандалик готов. Нам осталось, это вот так вот крест-накрест у нас. Осталось пришить вот сюда пуговички с этой стороны и с этой стороны. Все, наши сандалики готовы. Как я и обещала, они вяжутся очень просто и легко. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Буду благодарна вам за поддержку данного канала. Всем до встречи!